Всем привет! Всегда мечтал приобрести себе вот такой фрезерный станок, но стоимость у него довольно высокая, а у меня нет лишних денег. Так как у меня есть ручной фрезер, мне нужно сделать для него только сам стол с элементами станка. И в итоге я нашел бюджетный выход из этой ситуации. Стоит примерно в 20 раз дешевле, чем покупать фрезерный станок. Сейчас я вам его покажу. Это вот такая вот насадка для фрезерного стола. У нее уже все идет в комплекте. Вот так она выглядит. Разметка, углы, все дела. Короче, и под отверстие тоже под крепление фрезера уже все просверлено. И даже для крепления самого вот этого стола. Также, что тут у нас еще есть? Вот такой вот угловой упор, транспортир. Параллельный упор с насадкой для пылесоса, чтобы вытягивать опилки. Очень тоже интересный вариант. Вот здесь вот барашковые болты для крепления его на столе. И две вот такие вот шайбы под разный размер фрезы. Это вот такая вот алюминиевая пластина, довольно увесистая. Размеры у нее, конечно же, небольшие, но поверьте мне, что для домашних нужд вполне будет достаточно вот этой пластины. И единственное, для нее нужно либо изготовить основание в качестве стола, если у вас его нету, либо вмонтировать свой верстак. Я вмонтирую его в столик для рейсмуса. У меня есть специальный столик, и у меня получится, что 2 в 1. Сейчас я покажу, как я буду это делать. Стоит такой набор вполне недорого. За него я отдал $25 на AliExpress. Я буду монтировать фрезерный столик на вот такой столик для своего рейсмуса. То есть, в принципе, одно другому не будет мешать. Я уберу рейсмус и буду пользоваться этим столиком как фрезерным станком. Он тем более у меня на колесиках, очень удобно перекатывать. Сейчас я уберу рейсмус и покажу, как монтировать эту пластину. Хотя, еще раз повторюсь, что вы ее можете монтировать абсолютно в любой стол. К примеру, если у вас есть верстак в мастерской, либо просто обычный какой-то столик, без проблем ее туда можно установить при помощи обычного фрезера. В первую очередь нужно определиться с расположением пластины на фрезерном столе на будущем. Ну, примерно вот так вот я ее установлю. Сейчас замеряю, чтобы расстояния все были одинаково. Сделаю разметочку, а затем покажу, как ровненько под нее выбрать паз. Итак, первым делом нужно установить вот такую вот пазовальную фрезу, чтобы сделать паз. Устанавливаем ее так, чтобы она была заподлицо с вот этой площадкой, и ее видно было через вот это окошко. Теперь ставим фрезу так, чтобы она стала вот в этот вот угол. Когда мы выставили фрезу строго по размеченному углу, делаем разметку по наружной части подошвы фрезера. Вот такой угол у нас должен получиться. То же самое проделываем с каждым углом по разметке. У меня есть вот такие вот профиля. Ну, профиля не обязательно, можно обычные брусочки, реечки, но обязательно, чтобы они были ровные. Затем на вот эту часть я приклеиваю двусторонний скотч. Так как у меня было 3 отрезка профиля, и вот здесь вот мне не хватило, я буду использовать в качестве 4-й опоры уровень. Он тоже имеет идеально гладкую, ровную площадь. Теперь можно приступать к работе. Перед работой нужно настроить глубину вылета фрезы по толщине столика. Вот и все, отверстие под столик готово. Маленько накосячил, у меня там получается фреза маленько соскользнула по высоте, но ничего страшного. При установке площадки этого заметно не будет. Теперь остается снять с фрезера площадку и закрепить его на столике.
Установил и продемонстрировал вам пластину для фрезерного станка. Идеально он работает, все четко, очень удобно, а самое главное практично. Особенно, что в комплекте есть параллельный упор с выходом под пылесос и вот такой вот транспортир. Тоже очень удобная штука. Но транспортиром я не пользуюсь, поэтому я его не стал устанавливать. Еще раз повторюсь, купил я его на AliExpress, порядка $25. Вещь действительно классная, всем советую. Ну а на сегодня все, спасибо большое за просмотр. Пока-пока.